Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Европейские цены на газ достигли максимума в этом году, примерно на уровне начала декабря 2023 года, порядка $495 за 1000 кубометров. Александр, холодов нет, кризису скоро третий годик стукнет. Что за ценовое ралли в Европе? Что происходит-то? Котировки на TTF поднялись до примерно $495 за 1000 кубов. Это довольно высокая, это довольно высокий показатель. Последний раз подобное видели аж в декабре, прям в начале декабря 2023 года. То есть это такие зимние цены. Притом, если мы возьмем фактор инфляции и добавим его вот к этой картине, то мы получим, что сейчас Европа получает газ, ну, исходя из этих котировок. Европа получает газ примерно на том уровне, на котором газ получали при цене нефти там порядка $100 за баррель. Причем тут нефть, при том, что был период еще в первой половине десятых годов, когда основное ценообразование в Европе еще не переключилось на биржевую составляющую, и цены были привязаны к нефти, то есть фактически сейчас идут примерно те цены, которые были в Европе вот в первой половине десятых годов, после того, как стали немножечко отходить от того кризиса, который был в конце нулевых и самом начале десятых. Причем тут это? При том, что те цены рассматривались как чрезвычайно высокие, как раз отталкиваясь от них стали интенсифицировать переход на биржевое ценообразование. В итоге это не очень помогло, но как вот мы видим сейчас. Ну, по сути, мы сейчас приходим к ситуации, когда цена может подняться и до 500, и даже выше $500 за 1000 кубических метров. Однако не будем загадывать. Давайте действительно объясним, а что случилось-то? От чего? От чего вдруг внезапно началось вот это, да, начался вот этот легонький взлет. Притом, давайте еще раз, это самый высокий показатель за весь 24 год. Он даже выше того, что мы наблюдали в августе 24 года, когда украинские вооруженные формирования зашли в Курскую область, и в Европе там легкая паника началась в стиле мамочки, что происходит, наверное, сейчас поставки газа через территорию Украины прекратятся». Зафиксируйте, пожалуйста, этот момент. Но для начала мы поговорим про Норвегию. В Норвегии 22 числа, 22 октября, компания Equinor объявила: ребята, у нас на одной из платформ пожар. Не очень большой, просто электроэнергетическая установка, ну такая, знаете, маленькая электростанция, для понимания. Она немножечко загорелась, прям самую малость. Мы уже все потушили, все хорошо, но заработает заново эта платформа только в понедельник, 28 октября. Возможно. А может, не заработает. Но мы, мол, будем стараться, чтобы обязательно заработало, чтобы все было хорошо, здорово и все такое прочее. Вместе с тем, на еще одной платформе также было задымление в административной части, но, говорят, это не связанные между собой мероприятия, точнее, не связанные между собой инциденты, хорошо зафиксировали, однако вот здесь мы все равно наблюдаем остановку добычи, сокращение поставок, при том, что сама Equinor, это, если вдруг, опять же, кто не знает, это норвежская государственная нефтегазовая компания. Так вот, вот эта компания заявляет: все спокойно, ребята, поставки будут, они не прервутся, все нормально, не разбегаемся. И действительно, если посмотреть, то Норвегия, которая идет под обозначением поставки с Северного моря, э, Норвегия практически не сократила поставки. Ну, точнее как, они, конечно, снизились, но снизились где-то на 4,5%, там 4,25%. Немного, но да, во-первых, немного. Во-вторых, Норвегия поставляла в отдельные периоды времени даже меньше. Это тоже было связано с рядом обстоятельств, которые в данном случае нам не важны. Но небольшое сокращение и резкий рост цен. Притом цены, еще раз, стремятся к отметке в $500 за 1000 кубических метров. Забегая вперед, я, собственно, на это уже чуть ранее намекнул, но забегая вперед, ни одна Норвегия этому поспособствовала. Однако, как, если вот очистить
все остальные обстоятельства и оставить только Норвегию, как это выглядит для ну, участников торгов на той же самой бирже TTF. Это главная площадка в Европе, главная биржевая площадка в Европе, к которой привязаны многие долгосрочные контракты с точки зрения ценообразования на газ. То есть, когда мы смотрим на TTF, мы представляем себе не даже уровень цен, а движение цен в какую сторону в среднем будут по Европейскому Союзу. Так вот, с точки зрения участников торгов на TTF, это выглядит так. Норвегии говорят: ребят, у нас сокращаются поставки, но спокойно, не разбегаемся, все хорошо, однако мы не даем никаких гарантий, что добыча вот конкретно на этом объекте восстановится. Притом, с точки зрения участников торгов, это уже далеко не первый инцидент, который происходит с Норвегией. Более того, там была остановка части добычи. Добыча сокращалась примерно на 10% за последние 2,5-3 года. И это приводило к тому, что возникала, ну, не паника, это, конечно, будет слишком громко сказано, но опасения возникали, что у Норвегии с добычей не все хорошо, что с инфраструктурой не все в порядке, что требуются какие-то дополнительные инвестиции, которые не делаются. И вот сейчас может произойти такое, может случиться такая неприятность, что Норвегия будет вынуждена резко сократить поставки. Эта мысль муссировалась, неоднократно появляясь в информационном пространстве, и она подтверждалась тем, что, ну, действительно, вот хопа, некая авария, сокращаются поставки, тут профилактические работы еще какие-то. Это нормально, что ведутся профилактические работы, но есть информационный контекст, в котором эти профилактические работы тоже начинают вызывать легкие панические настроения. И тут хоп, новый инцидент. И да, сокращение поставок относительно невелико. То есть, если мы берем 24 октября, сравниваем с показателями поставок за 22 октября, то вот, ну, чуть более 4%. Да ни о чем, казалось бы. Ну, кстати, правда, это не очень много. Но вместе с этим увеличивается, точнее даже так, не увеличивается, начинается отбор из подземных хранилищ газа. А это, в принципе, важный информационный э, фетиш, если угодно, в Евросоюзе последние более чем 3 года. Почему более чем 3 года? Потому что с лета 21 года руководство Европейского Союза раз за разом обращало внимание на заполнение подземных хранилищ. Сначала ругало всех, кто плохо их заполняет, потом стало говорить: мы будем предпринимать шаги, чтобы заполнить подземные хранилища. Когда начался конфликт с Российской Федерацией, стали, так как на других направлениях вообще невозможно было ничего сделать, ни с сокращением спроса, ни с организацией поставок, новых поставок газа, то стали концентрировать внимание на подземных хранилищах, потому что аудитории это можно было продать как очень важный элемент. Это, безусловно, важный, но не центральный элемент вот газового рынка, важный, еще раз подчеркиваю, важный элемент. Но со всем остальным вы ничего сделать не можете, значит, вы концентрируете внимание на подземных хранилищах, где вы там бьете кулаком по столу, говорите: а ну заполняйте эти подземные хранилища, их и без вас бы заполняли вполне спокойно. Но так как вы надули щечки, пальчиком тычете туда, где и так без вас, опять же, люди работают, то кажется, что вы управляете процессом. Тем более, вам это ничего не стоит. Ну, как бы стукнуть пальчиком, стукнуть кулачком и указать пальчиком — это довольно легко. Но внимание аудитории концентрируется на этом вопросе, и теперь этот вопрос априори становится, ну, таким одним из факторов, активно влияющих на биржевые котировки. И тут получается, Норвегии говорят: мы тут сократили немножечко, наши обязательства в полном порядке, мы будем поставлять, сокращение незначительное, мы восстановим добычу. Когда? Ну вот в понедельник. Возможно, наверное. Возможно. Ну, постараемся, честно-честно. У вас уже крутится, елки-палки, опять у Норвегии какое-то безобразие. Тут хоп, начинается отбор газа из подземных хранилищ. Вы уже смотрите, что подземные хранилища, про которые вам прожужжали все уши за последние 3 года, вдруг неожиданно оттуда начинается отбор газа. Это что? Это значит, что внешних поставок не хватает, вам нужно, значит, поднимать газ из ПХГ. Я обращаю внимание, что я сейчас передаю то, как вот это сочетание информации воспринимается там. Я не говорю о роли подземных хранилищ в сглаживании суточной, сезонной неравномерности потребления. Я, в принципе, не говорю о реальной роли подземных хранилищ. Я говорю о роли подземных хранилищ
в информационной среде Европейского Союза. Потому что если говорить, ну, как бы серьезно, основательно на эту тему, то здесь нужно делать массу оговорок и про сами подземные хранилища, для чего они, почему вот это внимание, которое им уделяется, оно избыточное, но мы сейчас просто это делать не будем, иначе нам времени не хватит. Сконцентрируемся еще раз на том, как это вот все воспринимается. Отбор начался. Мама родная, внешних поставщиков не хватает. В Норвегии сократили поставки. А вы еще входите в сезон высокого спроса. А теперь давайте вспомним один элемент, который я здесь уже упоминал, и который невольно влияет на ваше поведение не в моменте, а вот в среднесрочной перспективе. Один из элементов вот этого момента – это как раз вторжение в Курскую область, когда пошла информация, что вот сейчас могут прерваться поставки газа, идущие через территорию Украины, российского газа, идущие в Евросоюз через территорию Украины. Что же будем делать? Что тогда с ценами произошло? Ну, точнее, с котировками. Они поднялись. Притом поднялись они в минуту, ну, в период самого низкого спроса. То есть текущий спрос невелик, то есть ваше текущее потребление. То есть тот объем газа, который вы сейчас берете и используете для производства электрической энергии, для производства удобрений, используете его там, не знаю, для производства водорода, для подогрева ректификационных колонн, неважно. Вот для чего-то вы его используете сейчас. И плюс это объем, и объем закачки тоже был на не очень высоком уже уровне. То есть есть еще какой-то объем, который вы покупаете, чтобы закачать в ПХГ, и потом в период высокого спроса отбирать этот газ, опять же компенсируя сезонную неравномерность потребления. Это был период самого низкого вот спроса. И текущего, и вот этого дополненного с точки зрения закачки газа. Котировки растут. А сейчас, в октябре, в конце октября, мы приходим к моменту, когда уже было два коротких, но все-таки периода отбора газа из ПХГ. То есть в нем уже была потребность. Сейчас Европа входит в осенне-зимний период, в отопительный период, в период высокого спроса, когда спрос на газ раза в два больше, чем ну, в остальной период года. Опять же, в зависимости от ну, конкретной температуры ситуация может меняться, но все равно потребление газа увеличивается. Украинская история никуда не делась. Да, там газ продолжили поставлять, но тут Владимира Владимировича спрашивают, а вот что с поставками газа? А он и говорит, ну вы знаете, контракт надо заключать, новый контракт надо заключать. Потому что, да, аукционная система, но вот, знаете, бронировать по европейским нормам надо было за определенный период времени. Ну, то есть, если вы от контракта отказываетесь и переключаетесь на другую систему, можно переключиться, да, но надо было в июле бронировать эти мощности. А сейчас уже поздно. И вот как-то украинская сторона не идет, не подписывает контракт. Странно. А надо бы, чтобы пришла и подписала, иначе действительно 1 января, вы знаете, поставки могут прекратиться. Вот как-то так, дорогие друзья. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, пока YouTube замедляют, призываю вас не дожидаться, пока его заблокируют, и нас вместе с ним. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Геоэнергетика Инфо». Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на просторах YouTube и не только. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего, ну и подпишитесь на мой телеграм-канал «Нефтегазовая игра» и на телеграм-канал «Инфотек», если вам не сложно. Заранее спасибо.